2 дня искали мы в тайге капот и крылья. 2 дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, Всем привет, то друзья! снег, то дожди. Эта песня и кадры из советского художественного фильма «Нежность к ревущему зверю» имеют непосредственное отношение к истории, о которой я расскажу вам сегодня. Людоед, вдоводел, шило и летающий гастроном. И это все о нем, о великом и ужасном Ту-22. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто предоставил материалы из личных архивов об этом самолете и его экипажах. Будет очень интересно, и смотрите до конца этот ролик. Он не оставит вас равнодушным к истории этого яркого, легендарного, но противоречивого самолета. Вся история эксплуатации Ту-22, начиная с самых первых испытательных образцов, сопровождалась множеством летных происшествий, которые зачастую заканчивались трагически. Посудите сами. Из общего количества построенных по разным данным 311 машин различных модификаций, 70 самолетов было потеряно в авариях и катастрофах. 22,5% аварий и катастроф – это огромный процент потерь. Чтобы описать все катастрофы с участием людоеда, не хватит и 3 часов. Поэтому сегодня в нашем разборе полетов мы будем рассматривать лишь некоторые из них. Историческая справка о самолете Ту-22. Не стоит путать Ту-22 с Ту-22М2 и Ту-22М3. Многие ошибочно считают, что Ту-22М, М2 и М3 стали модификациями Ту-22. В действительности это не так. Это абсолютно разные машины, как технически, так и внешне. Самолет Ту-22 по классификации НАТО Blinder разрабатывался в качестве замены бомбардировщика Ту-16. Он стал первым сверхзвуковым бомбардировщиком в дальней авиации СССР. Стоял на вооружении СССР, Ливии и Ирака. Принимал участие в боевых действиях в ходе Угандийско-Танзанийской войны на стороне ВВС Ливии, войны в иракском Курдистане, Ирано-Иракской войне, где применялся ВВС Ирака. Применялся в ходе Советско-Афганской войны ВВС СССР. Стоимость одного самолета Ту-22 составляла 2 миллиона 775 тысяч 134 рубля. А в переводе на курс доллара тех лет 60 копеек за доллар составляла 4 миллиона 625 тысяч 223 доллара США или 278 автомобилей «Волга» стоимостью 10 тысяч рублей каждый. Наши летчики сразу прозвали Ту-22 шилом за характерный внешний вид. А затем по мере эксплуатации он вполне заслуженно получил ужасающее прозвище «людоед» и «вдоводел». И в этом была своя горькая правда. Самолет был сложным в эксплуатации как в техническом, так и в летном аспекте. Ту-22 доводили до кондиции на протяжении практически всего периода его эксплуатации. Начало испытательных полетов первых прототипов Ту-22 изделия 105 стартовало в 1958 году. Испытания выявили явное несоответствие полученных летных характеристик машины заданным. Формальным прекращением работ по изделию 105 стала авария прототипа в 10-м полете, после которой испытательные полеты были прекращены. Обошлось без человеческих жертв. Самолет был восстановлен и отправлен в качестве учебного пособия в Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище. На смену 105-му пришло изделие 105А. Свой первый полет самолет 105А совершил 7 сентября 1959 года. Но и первого 105-го хватило ненадолго. В 7-м полете 21 декабря 1959 года произошла катастрофа. О ней я расскажу чуть позже подробнее в этом ролике. Тогда спасся лишь радист Щербаков. Штурман Гавриленко погиб сразу после катапультирования от экстремальных условий катапультирования, а пилот Алашеев при ударе о землю. Эти события стали основой советского художественного фильма о конструкторах и летчиках-испытателях Ту-22.
Фильм «Нежность к ревущему зверю» вышел в прокат на экраны СССР в 1982 году. Правда, сам Ту-22 ввиду секретности не прошел цензуру, и вместо него крупным планом в фильме показан Ту-134УБЛ. А Ту-22 частично и эпизодически появляется в некоторых сценах. Узнать его можно было по характерным катапультным креслам, которые поднимаются в самолет снизу. Кто не смотрел этот фильм, обязательно посмотрите. Итак, подробно о первой катастрофе изделия 105А прототипа самолета Ту-22. 21 декабря 1959 года экипаж второго опытного самолета 105А в составе летчика-испытателя командира корабля Юрия Алашеева, штурмана-испытателя Гавриленко и оператора Щербакова взлетел в 11 часов 38 минут с аэродрома Летно-исследовательского института Министерства авиационной промышленности город Жуковский в сторону Пензы с заданием включить форсаж двигателей на высоте 7000 метров и выйти на высоту 10 тысяч метров. Далее необходимо было выполнить площадки при значениях приборной скорости в диапазоне от 650 до 900 км в час с переменными значениями руля направления и перекладкой горизонтального оперения на площадках на высотах 10 тысяч, 8 тысяч, 6 тысяч, 4 тысячи и 2000 метров при перегрузках в пределах от 0,5 до 1,5. На высоте 7000 метров навстречу экипажу пролетел опытный Ту-107, проходивший испытания. 107-го командир 105-й поприветствовал, покачав крыльями. В 11 часов 50 минут экипаж перешел на связь с командным пунктом авиации Московского военного округа. Выйдя в зону выполнения задания, на высоте 7000 метров включили форсаж и поднялись на 10 тысяч метров, где выполнили первую пробную площадку. Затем спуск на 7000 метров, так как при наборе вышли за М1, и повторный выход на 10 тысяч метров с форсажем. Затем повторная площадка на истинной скорости 950 км в час с фотографированием с помощью кабинной фотоустановки, индикаторов штатных приборов и экспериментального оборудования. Вдруг раздался сильный хлопок, самолет весь задрожал с частотой 4-5 колебаний в секунду и начал заваливаться на нос с одновременным креном вправо. «Юра, что это, помпаж?» – трижды спросил штурман Гавриленко. Алашеев молчал. «Юра, крен! Крен, Юра!» – повторил Гавриленко. Самолет шел к земле, медленно поворачиваясь вокруг продольной оси и набирая скорость на пикировании. «Приготовиться к катапультированию», – приказал Алашеев. Оператор Щербаков сбросил аварийный люк и начал ждать приказа на покидание самолета. Через минуту, когда он увидел, что самолет идет почти вертикально, оператор Щербаков катапультировался. Затем было установлено, что он покинул самолет на скорости больше скорости звука, на 1380 км в час. До этого момента у испытателей не было опыта покидания самолетов на сверхзвуке. Воздушным потоком сильно пригнуло голову, сорвало защитное стекло со шлема. Кресло падало спинкой вниз. Сработал автомат отделения кресла, привязные ремни расстегнулись, а кресло не отделилось. Щербаков пытался оттолкнуть его ногой, сиденье как приклеилось, а высоты до земли оставалось все меньше и меньше. Он со всей силы толкнул сиденье плечом, и оно мгновенно отделилось и ушло. Дернул за вытяжное кольцо парашюта, купол парашюта наполнился. Приземлился на дерево, сильно ударившись о него. С помощью местного жителя, молодого деревенского парня, снял с дерева парашют. Щербаков спросил у парня, не видел ли он еще кого-нибудь. Тот ответил, нет, был сильный взрыв. Щербаков, когда спускался, взрыва не слышал, но видел, как в воздухе летят, поблескивая, какие-то лепестки. Это были обломки самолета, вдребезги разбитые части изделия 105А, а из леса поднимался густой черный дым. При катапультировании на сверхзвуковой скорости, величина которой значительно превышала допустимую скорость покидания самолета, Щербакова спасло то, что его кресло выходило из самолета вниз спиной, что защитило его от скоростного потока. Кроме того, самолет уже шел к земле под большим углом, почти вертикально. Штурман Гавриленко покидал машину первым, лицом по потоку, практически не защищенный от скоростного потока, и был им просто разорван.
Алашеев остался на борту и до конца пытался спасти опытный образец, не покинув его до трагической развязки. Катастрофа произошла в лесном массиве в стороне от участка дороги Рязань-Сасово. Аварийная команда, вылетевшая из Жуковского, добралась до места падения самолета только на вторые сутки. На месте катастрофы они увидели воронку от взрыва глубиной 7-8 метров и диаметром 25-26 метров. 2 недели специалисты изучали все внешние признаки катастрофы, тщательно собирая элементы конструкции самолета. Сложность сбора информации о катастрофе усугублялась морозами с переменной оттепелью и сильными снегопадами. Свежий снег беспощадно скрыл от аварийной команды многие детали конструкции самолета. Кроме того, местные жители, действуя по принципу «вещь железная, в хозяйстве пригодится», в первые сутки после катастрофы подобрали большое количество деталей, и их пришлось выкупать за небольшие деньги. В ходе поисков нашли и куски парашюта Алашеева. В официальном заключении по катастрофе ее причиной было названо разрушение горизонтального оперения в результате повышенных вибраций, так называемого флаттера. Однако ОКБ Туполева и ЦАГИ после катастрофы решили провести ревизию прочности конструкции самолета 105А. Она была значительно усилена, проведены доработки с целью исключения появления повышенных вибраций на расчетных режимах полета. Алашеев жил в городе Жуковский Московской области, похоронен в Жуковском на Быковском кладбище. Награжден 2 орденами Ленина, медалями. Его именем названа улица в городе Инза. Ход полета и развитие катастрофической ситуации на борту были восстановлены по воспоминаниям единственного спасшегося члена экипажа Щербакова. Несмотря на трудности разработки и испытания, сопровождаемые авариями и катастрофами, в апреле 1960 года выходит постановление Совета министров СССР номер 440-177 о дальнейшем производстве самолетов Ту-22. Производство нового самолета было решено развернуть на Казанском авиационном заводе номер 22. Началась его реконструкция и была построена новая взлетно-посадочная полоса. К серийному производству самолет Ту-22 подошел с недоведенной конструкцией и множественными проблемами технического характера, на устранение которых ушел не один год. Серийное производство продолжалось с 1960 года по декабрь 1969 года, а сама эксплуатация самолета продолжалась с 1958 по 1998 год. 13 марта 1968 года произошла очередная катастрофа самолета Ту-22П экипажа капитана Варварычева, летчика первого класса 341-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, аэродром базирования Озерное. Метеоусловия на аэродроме посадки. Облачность 10 баллов. Высота нижней границы облаков 600 метров. Видимость 10 километров. Момент этой катастрофы был снят на кинопленку. Эти кадры вы увидите прямо сейчас. Обстоятельства. Экипаж командира корабля капитана Александра Варварычева, военного летчика первого класса, выполнял полет в зону днем. После второго разворота при подходе к траверзу ДПРМ командир корабля выпустил шасси. Зеленая лампочка сигнализации выпущенного положения правой стойки шасси не горела, о чем он и доложил руководителю полетов. По команде руководителя полетов шасси было убрано и вновь выпущено. Результат остался прежним. Исправная лампочка не горела. После этого шасси еще раз было убрано и выпущено от первой и второй гидросистем. Лампочка сигнализации выпущенного положения не горела. Для выработки топлива до минимальной посадочной массы самолета экипаж несколько раз по команде руководителя полетов выполнял заходы по системе с проходом над стартом на высоте 150-200 метров. Руководитель принял решение сажать самолет на основную левую и переднюю стойку шасси и на 4-м заходе дал следующие команды экипажу. Включить нейтральный газ, подтянуть привязные ремни. После выпуска закрылков обесточить самолет, включить питание приборов от аккумуляторов. После приземления выключить двигатель. Посадку выполнять с небольшим креном на левую стойку.
После доклада командира корабля питание приборов от аккумулятора включено и доклада штурмана скорость 400, высота 80, связь экипажа с руководителем полетов прекратилась. После разрешения на посадку экипаж от дальнего приводного радиомаяка до точки выравнивания по глиссаде и направлению прошел без отклонений. В процессе выравнивания с высоты 3-4 метра самолет неожиданно взмыл. На высоте 10-12 метров взмывание прекратилось, после чего самолет начал снижаться вначале с несколько опущенным носом, а затем с увеличением угла тангажа. Снизившись до высоты 0,3-0,5 метров, самолет энергично взмыл, и на высоте 40-50 метров угол тангажа возрос до 70 градусов. Потеряв скорость, самолет свалился на хвост и на расстоянии 1000 метров от начала ВПП упал на нее. При ударе самолет взорвался, разрушился и сгорел. Экипаж погиб. Причины катастрофы из документов по расследованию. Катастрофа самолета Ту-22П при выполнении посадки произошла в результате раскачки его по тангажу на выравнивании с потерей скорости и сваливанием на хвост. Причиной такого поведения самолета явилось отключение обоих каналов демпфера тангажа при включении питания приборов от аккумуляторов. Переключение на питание приборов от аккумуляторов было произведено экипажем по команде руководителя полета в соответствии с требованиями инструкции полетной эксплуатации. Книга 1, издание 5 от 1964 года. Летчик, пилотировавший при заходе на посадку самолет с задней центровкой 40-42%, из-за малого остатка топлива не знал об отключении демпфера тангажа. Это усложнило выполнение посадки. Летчик перемещал штурвал привычными дозами, как и при работающем демпфере тангажа, что и привело к раскачке самолета и выходу на закритические углы атаки, потере скорости и падению на хвост с углом тангажа 70 градусов. Перевод на питание от аккумуляторов на этапе посадки был ошибочным, так как это привело к отключению обоих каналов демпфера тангажа и раскачки. Часть кинохроники этой катастрофы, а именно момент удара самолета ОВПП, попала в фильм «Нежность к ревущему зверю». Позже были внесены изменения в руководство полетной эксплуатации самолета, в соответствии с которыми запрещалось производить перевод бортовой сети на питание от аккумуляторов ввиду возможности отключения демпфера тангажа. Кинохронику катастрофы показывали во всех частях, которые эксплуатировали Ту-22. Зачем начальство это делало, вызывало вопросы у летного состава, так как кадры этого жуткого происшествия значительно снижали доверие летчиков к авиационной технике и негативно сказывались на психологическом состоянии экипажей. Виновников у катастрофы не было. Признали как конструктивно-производственный недостаток КБ Туполева. Освоение Ту-22 шло довольно тяжело и нередко сопровождалось высокой аварийностью и выявлением различных нежелательных эффектов, таких как продольная раскачка, большая посадочная скорость, сложность взлета и посадки, ограниченность обзора из кабины. Также большое количество ограничений были весьма непривычны для экипажей. Серьезным дефектом самолета, выявившимся в ходе эксплуатации, стал обрыв тросов устройства подъема кресел экипажа. По этой причине были частыми случаи выпадения кресел на стоянке вместе с людьми. Иногда они кончались серьезными травмами позвоночника. Очередная катастрофа произошла 23 марта 1968 года. Экипаж Ту-22УБ Казанского авиазавода на ресурсной машине выходил на сверхзвук. Это произошло во второй половине летного задания. Экипаж обжимал самолет. В этом случае включаются двигатели на форсаж, и самолет разгоняется и обжимается. В полете в результате превышения эксплуатационных ограничений самолет вошел в режим флаттера, после чего хвостовое оперение отвалилось и началось общее разрушение машины. Кабина с пилотами падала отдельно. Экипаж погиб. Упали в Николаевском лесу неподалеку от деревни Сухая река. Комиссия признала усталостные трещины в конструкции планера из-за интенсивной эксплуатации, которая и привела к разрушению самолета. Экипаж погиб в составе: военные летчики-испытатели Борис Чуненков, Николай Хмыров и штурман-оператор Леонид Данченко.
19 августа 1970 года произошла авария Ту-22К экипажа капитана Леонида Федяева. 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, аэродром базирования Мачулище. Метеоусловия. Малооблачно. Видимость 10 километров. Обстоятельства. Экипаж командира корабля капитана Федяева, военного летчика 2 класса, выполнял тренировочный полет по маршруту ночью в составе эскадрильи с выполнением тактического пуска. Расчетная продолжительность полета 4 часа 10 минут. Экипаж произвел взлет пятым в группе в 21 час 14 минут с интервалом в 1 минуту. Взлетная масса 92 тонны, центровка 36%, заправка топливом 39,7 тонны. Через 1 час 02 минуты после взлета на высоте 10 тысяч метров и скорости 670 км в час по прибору командир корабля заметил отклонение штурвала вправо. Летчик выключил автопилот и, парируя левый крен, отклонением штурвала продолжал полет. В дальнейшем, как доложил летчик, для парирования левого крена ему потребовалось отклонить штурвал вправо на 60 градусов и для снятия нагрузок использовать механизм триммирования. Пытаясь разобраться в причине кренения самолета, экипаж проверил работу двигателей, положение шасси, закрылков, но никаких отклонений не обнаружил. При замере количества топлива в баках была установлена разница в количестве топлива на правый и левый двигатели, которая в дальнейшем быстро увеличивалась. По команде ведущего группы летчик переключил поперечное управление с элерон-закрылков на элероны, но положение самолета по крену не изменилось. По мере увеличения разницы в количестве топлива на правый и левый двигатели, летчик заметил, что для удержания самолета в горизонтальном полете ему приходится все больше отдавать штурвал от себя. Летчик принял решение прекратить выполнение задания и левым разворотом со снижением выйти на обратный курс. При положении стабилизатора 0 градусов командир корабля уменьшил режим работы двигателей и перевел самолет на снижение с вертикальной скоростью 2 метра в секунду. В этот момент, несмотря на то, что штурвал был полностью отдан от себя, самолет начал резко кабрировать с возрастанием перегрузки. Оператор увидел вспышку огня на левом двигателе. По команде командира корабля экипаж в 22 часа 27 минут катапультировался из неуправляемого самолета и благополучно приземлился. Причина. Потеря продольной управляемости из-за утечки 10 тонн топлива за последние 11 минут полета из топливной магистрали передних баков и смещения центровки назад с 36 до 57%. Точное место утечки топлива установить не представлялось возможным из-за разрушения и сгорания самолета. Одним из возможных мест утечки топлива является магистраль в районе 3-4 бака на 33-м шпангоуте. Виновники. Предприятие Министерства авиационной промышленности. Вот как этот случай описал подполковник в отставке Леонид Степанович Федяев. По заданию мы выполняли обычный полет по маршруту. Под фюзеляжем висел макет ракеты Х-22. На такие полеты заправлялись только фюзеляжные баки. Шли составом эскадрильи. Уже начинало темнеть, было около 22 часов. Находились мы где-то в районе Петрозаводска. Летел, как обычно, по маршруту на автопилоте. Вдруг автопилот сам отключился, и самолет резко начал кренить влево. Пришлось парировать поворотом штурвала. Начал выяснять причину кренения. Крыльевые баки пустые, значит не они. Шасси проверил, по сигнализации убрано. Решил проверить, в каком положении находятся закрылки. Было уже темно, поэтому пришлось установить форсажный режим работы двигателей. Факел форсажного пламени достаточно подсвечивает плоскости, и оператор может посмотреть на закрылки. Оператор доложил, что закрылки в норме. Кренение было настолько сильным, что выдерживать курс не было возможности. Нас тянуло влево. Доложил, что неисправности с управлением. Потом штурман подумал, не топливная ли система неисправна. Посмотрел разницу топлива в группах баков. Она составила 1,5 тонны. Для Ту-22 эта разница не была чем-то неординарным и находилась в пределах нормы. Двигатели могут по-разному вырабатывать топливо. АРД-7М и подавно.
Я дал экипажу команду, идем на запасной аэродром. А штурману говорю, давай ищи, что поближе есть. Начинаю убирать обороты двигателя, чтобы идти на снижение. Чувствую, самолет наоборот нос поднимает. Опять режим работы увеличил. Тут же стало ясно, будут большие проблемы. Стал следить за выработкой топлива, а там из передней группы баков топливо льет как из ведра. Сразу доложил по внешней связи, что отказала топливная автоматика. Тут и оператор подсказал, что левый двигатель факелит. Чрезмерно много топлива в него попадает. При этом ход штурвала от нейтрального положения составлял 20-25 сантиметров. Теперь, когда топливо вырабатывалось неравномерно и центровка резко начала смещаться назад, штурвал пришлось отдать почти полностью от себя. Самолет продолжал задирать нос. Тогда я сказал экипажу, готовьтесь, будем прыгать. Когда штурвал уперся в приборную доску, я дал команду покинуть самолет. Оператор быстро ушел. Я слышал, как за спиной прогрохотало кресло по рельсам. Долго не выходил штурман. Я еще подумал, портфель он там что ли собирает. Я уже в полулежащем положении был, когда он наконец катапультировался. Я тут же за ним вышел и вовремя. Угол тангажа был где-то около 90 градусов. Я почти на спине лежал, когда кресло сработало. Когда от самолета отлетел с креслом, то еще успел заметить, как двигатель сильно факелил. Позднее подумали, что вероятно топливо из течи попадало в воздухозаборник двигателя. После отделения от кресла я попал в неприятную ситуацию, вошел в штопор. Угловая скорость вращения была такая большая, что из ушей и носа пошла кровь, а в белках глаз сосуды полопались. Только к 4000 метров удалось прекратить вращение и привести в действие парашют вручную. Почти одновременно сработал и прибор КАП-3, который призван открывать парашют без участия летчика. Опускаясь на парашюте, стал осматриваться, чтобы сориентироваться, куда идти после приземления. Видел, как горел внизу самолет. Видел речку. Прикинул, что идти надо на север, там виднелись вдалеке огни. Подумал, что, наверное, надо до реки добраться и по ней уже двигаться. Перед землей сгруппировался и приземлился прямиком на сосну. Повис метрах в 5 над землей. По веткам спустился на землю. Прежде чем что-либо предпринимать, посидел под сосной и привел мысли в порядок. Идти к самолету было не только бессмысленно, но и опасно. Мог загореться лес от самолета, и можно было оказаться в очаге пожара. Я в тайге в детстве жил и знаю, что это такое. Поэтому оставил самолет километрах в 2 справа и пошел на север в наветренную сторону. С собой ничего не было, ни НАЗа, ни пистолета. Не были самолеты этим укомплектованы, как всегда. Через некоторое время вышел на поляну, вырезал стропорезом палку, нашел лесную дорогу и пошел по ней. Часам к 6 утра вышел на жилье. Это оказалось что-то вроде исправительно-трудового учреждения. Тюрьма не тюрьма, зона не зона, не знаю. В округе же уже силовые структуры были предупреждены, что летчики могут выйти и надо им оказать помощь. Мне сразу стакан спирта налили. Я его выпил как воду, потому что градус не брал. Там же я наконец в зеркало посмотрелся. Все лицо было в запекшейся крови, бандит бандитом. Когда рассвело, посадили в машину и поехали к самолету. На самолете ведь были секретные блоки системы государственного опознавания. Однако по дороге с офицером внутренних войск, который со мной ехал, связались по рации и сказали, что самолет уже нашла поисково-спасательная служба, и зона падения оцеплена, и ехать туда смысла не было. Нам указали поляну, где мы дождались вертолета, летевшего с места аварии. Оказалось, что оператор после приземления пошел к самолету, и его первым обнаружила поисково-спасательная служба. По счастью, самолет упал на место, где уже раньше был пожар, поэтому от него не начался лесной пожар. На вертолете нас доставили на аэродром в Медвежью. Штурмана нашли через 15 часов после падения на железнодорожной станции, куда он вышел после приземления. На самолете нас на сутки отвезли в Мачулище, а затем вернули назад. Комиссия на месте работала неделю. По итогам работы комиссии экипажу за грамотные действия объявили благодарность. А меня командующий дальней авиацией назначил на должность командира отряда. Хоть я чуть-чуть не дотянул к тому времени до 1 класса,
Не хватило всего лишь 2 посадок. На новую должность меня перевели в отдельный дальний разведывательный авиационный полк в Зябровку под Гомелем. Там я прослужил год и ушел в военно-воздушную академию в Монино. И вот на врачебно-летной комиссии в Монино, где в тот период установили современное диагностическое оборудование из Германии, у меня в легком нашли затемнение – пятно сантиметра 3-4 в диаметре. Это было опущение легкого, вызванное тем падением в штопоре после катапультирования. С тех пор, после окончания академии, мне разрешили летать только на самолетах с двойным управлением. Прошли годы, и к началу 80-х годов конструкторам КБ Туполева, основываясь на негативном опыте эксплуатации, удалось более-менее доработать самолет до нормального технического и летного состояния. Вот тут и приходят на ум слова классика. История авиации написана кровью. И очень жаль, что эволюция авиации неразрывно связана с человеческими жертвами и горем родных и близких погибших. Кто-то не взлюбил этот самолет, а для кого-то Ту-22 был домом родным. Но и здесь мнения расходятся. Были случаи отказа от полетов целых экипажей, как правило, после очередной катастрофы. Одних в нем привлекали летные характеристики, а других 400-литровый бачок со спиртоводяной смесью, именовавшийся в народе «шпага». На эту тему в ВВС ходило множество баек. Если кто-то знает об этом, пишите в комментариях. Лично я слышал историю о авиационном технике, у которого дома была полная ванна спирта. Не все пилоты могли освоить эту редкую, тяжелую и скоростную машину. В дальней авиации, да и, пожалуй, в мировой авиации, это был единственный тяжелый, с посадочным весом в районе 60 тонн и скоростью касания 320-330 км в час, серийный самолет с одинарным экипажем без провока и без второго штурмана. Командирами кораблей становились действительно лучшие летчики в дальней авиации, подготовка которых в дальнейшем осуществлялась не в центре переучивания, а непосредственно в части, в которой была организована учебная эскадрилья. Но летчики, освоившие Ту-22 с большой теплотой и уважением, вспоминают об этом самолете. Он был уникален и заслуживает внимания и огромного интереса, как и память о летчиках, которые на нем летали. В дальней авиации считалось, что тот, кто летал на шиле, без проблем освоит любой тип. И это была правда. Свой последний полет Ту-22 совершили в составе ВВС Украины в 1999 году с аэродрома Озерное на базу ликвидации на аэродром Нежин, где все были утилизированы к 2001 году. На этом все, друзья. Оставляйте свои комментарии, будьте в них сдержаны, соблюдайте правила интернет-сообщества и проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе, и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.